Так, тепер звідси запускаємо. Слушай, єдине, що вона руки може царапати, наверное. Хоча нефіг туди лазить. Ну, це ж Правильно? деталі, які обертаються. Вони можуть і поцарапати. В общем, если бы парни из Кенвуда, из отдела дизайна, увидели то, что мы делаем, они бы нам руки поотбивали. Но мы же делаем для себя, правильно? Поэтому... Привет, друзья! Сейчас едем в одно очень интересное место. Я вам покажу то, чего вы еще не видели на этом конкретно канале нашем. Это не связано с резкой бетона, это связано с автокемпером. Сейчас едем к парню, который сделал автокемпер, который я купил новым. И у меня есть ряд замечаний и предложений, исходя из логики готов сани летом, а автокемпер зимой. Петя сейчас дорабатывает его. И я вам покажу, что я хочу в него добавить, как это будет работать. А если вам интересно, то вы обязательно должны подписаться на наш канал в ответ. Погнали! Так, палатка. Крутяк. Офигеть. В общем, в чем идея? Мы купили БУ багажник с БУ палаткой. Советской. Называется Северский Донец, да? Багажник стоял у человека на Витосе. Багажник самодельный. А вот эта штука стояла вот здесь и откидывалась в сторону. И по той приставной лесенке надо было взбираться. Но сейчас идея другая. Сделать так, чтобы палатка раскладывалась продольно вдоль автокемпера, а лестница будет задняя стационарная. В этом есть куча плюсов теоретически, что не надо ничего складывать, чтобы залезть в палатку. Осталось разобраться все-таки, как это работает до конца. В общем, идея такая: как попадать внутрь палатки. Существующая лестница слишком короткая, что у нас слишком высокий наш внедорожный автокемпер. И получается, самый простой вариант — это сделать вторую лесенку, переходную для палатки. По центру входа. По центру входа в палатку. И просто мы поднимаемся по этой лесенке, перепрыгиваем на колесо и попадаем в палатку. Изврат или не изврат? Так, друзья, рассказываем, что придумали наши две светлые головы. В общем, вот эту штуку срежем вообще, она тут не нужна, вот эту часть. Оставляем платформу, зашиваем ее алюминием, для того, чтобы по нему можно было ходить. Вот эта палатка все-таки будет раскладываться сюда-обратно, продольно, по автокемперу. Дальше. Сделаем, наверное, тент, который сможет это все накрывать герметично. Вроде бы эта штука и герметична, но я не знаю. Тут Советский Союз сделал резинки полутрухлые. Если будет заливать дождем, потом в мокрой палатке спать что-то не сильно хочется. Солнечная панель, которая была здесь, она будет выезжать вперед на салазках. Люк у нас остается функциональным. Его можно будет открыть. Мы сейчас это проверим. Оп.
пока не остается функциональным. А что так? Ха, люк упирается, да? В общем, люк пока упирается, но скоро он не будет упираться. По поводу лестницы. Думали и придумали. Не будем мы эту лестницу комплектную от палатки использовать. Мы вот эту лесенку перенесем. Будет она идти от колеса и выше. Прямо к нашему багажнику. А до колеса мы будем добираться вот по этой ступенечке. И сделаем еще тут минимум одну, а наверное даже две. Одну и вторую. И вот, держась за лесенку по этим 3 ступенечкам, можно будет подняться. Все, разобрались. Одна продольная перемычка мешает открыть люк. Ну, мы ее ампутируем. Ага, да, по центру, да? Да. Может даже и сетку. Тут кусок вырежем. Нафига она там надо? Согласен. Надо вырезать все, что можно вырезать. Я так всегда делаю с бетоном. Друзья, короткий промежуточный итог. Значит, решили купить перфорированный лист алюминия 2,5. Зашить все-таки этот багажник сверху. Палатка таки будет открываться продольно. Я закажу еще тент, наверное, чтобы закрывало этот и кейс палатки, и весь этот наш, в кавычках, экспедиционный багажник, чтобы можно было еще какие-то вещи там перевозить. С лестницей тоже разобрались. Интересно, так сделаем с нижней ступенечкой, такой тоже зашьем ее алюминием. Лестница будет та, что есть, но вынесем ее по центру над колесом, над запаской. Солнечная панель будет выезжать вперед на салазках, когда кунг будет стоять стационарно где-то на ночевке. И в принципе все. Прошло 3 дня, и сегодня отличная новость. Позвонил Петя, сказал, что автокемпер готов, едем забирать. Поехали. Офигенно. Да, ну сразу. Надо купляти маленьку стремяночку таку на 2-3 сходинки є. Да? Тому що, ну, аж стентувати без драбини, Чого, я звідси достану. а туди мовний аж сюди завертається. А, Плюс там ще ліпучки внутрі. ага. О. Ну, одному важко. Ще якщо вітер буде. Тут же ж немає оцього механізму. Слухай, ну я ж можу розтентувати його з криші, правильно? Залізти і з Можна. криші це зробити. Да. Ну. А скрутити. Воно ж немає цього механізму. Це отак от просто на планку накручується. Там 4 трубки в комплекті, подпорки, і в пісок. Ага. Є шнурки для розтяжок. Все в комплекті. Це інструкція з ключиком. Ага. Це у нас мотузки. В общем, маркіза, але економ-пропозиція, да? Да, це в пісок. Ну, сразу скажу, практика показує, що великі пориви вітра, оце от з піска. Зривають? Да, я собі на море робив з арматури, такі довгі костелі. Арматури в нас хватає на базі. Переробимо. Тут все банально просто. Такі защолки під центр робить з нержавейки. Ось. Так. 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 Отлично.
То есть мы лестницу, бывшую, Пустили в розход. переделали Там зробили проушини. под завесы. Да. Ну, огонь. Упорчики так, щоб воно не терло, м'ягенькі. Угу. 4 ножки. От. Упоры с войлоком, да? Да. Ну там мікропора А, так. центральних, а тут войлок. Огонь. Так, Старі отвори. вообще огонь. Шикардос. Так, а что у нас? Что у нас там наверху? Офигительно. Главное в лебедку головой не влететь, да? Да. Так. В общем, оптимизировали мы багажник ровно настолько, что срезали с него все лишнее. Новий з самого початку. Да? зробити. Не, ну, те ж саме, наверное. нам же ж багажник достался в наследство вместе с палаткой, поэтому... Так, крепление Там через герметик Тут. клепані гайки, да. надежно. 3 штуки. Клепанные гайки, болтики. Багажник прикручений на сквозних болтах в рундуках. Гайки. Ага. Так, что у нас осталось? Осталось заказать у одного товарища тент и закрыть багажник, наверное, отсюда, да? Полностью с этой платформой вместе с палаткой и вместе с панелью солнечной. Для того, чтобы панель на ходу не могла быть повреждена какими-то камнями. Цю платформу ми можемо використовувати для якихось речей. І щоб ці речі всі закрити, треба суцільний тест. Ну да, тут можно еще что-то перевозить полезное. Я доволен как слон.